на русском был, я правильно? Да, конечно. Для Хаббарда. Я потом еще эдит сделаю, наложу видео на... Еще хорошо. Ну ты мне звук сразу сдай, чтобы я этим ребятам на Да, я тебе расшифровку звук отдал. потом сегодня пришлю. А потом уже будешь все сводить. Да. Так, стоп. У нас канал первый или третий. Первый. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Как меня слышно? Раз, два, три. Все, мы пишем. Всё, потом погнали? редактируется, да. Ну да. Как не Да. Ну что, всем привет. Меня зовут Барух. Я девелопер-адвокат в компании JFrog, ведущий подкаста «Разбор полетов», спикер на всяких конференциях типа JPoint, Joker, ну и всякого где типа Java One, Devox и прочего. И сегодня со мной тут прекрасный в солнечном Mountain-View, кстати, в солнечном Mountain-View. Мы тут сидим с известным в определенных кругах гостем Егором Буганенко. Привет. Надо посмотреть, из этого сделают стил. Да. И мы сегодня встретились для того, чтобы пообщаться за жизнь. Ну так, да, за жизнь сегодня. Ну, мы всегда за жизнь. Про ООП, про Java. Не, мы всегда за жизнь. И потом наша жизнь, она же ООП, Java и есть. Так. Вот. И для начала, конечно, тебя знают. Ты в некоторых кругах весьма известная личность. Для тех, кто тебя никогда не слышал, ты расскажи пару слов о себе. Java-программист, архитектор, пишу на Java. Вообще программировать начал лет 20 назад, еще в школе. Сначала это был Pascal, потом был Assembler, потом был C, потом C++, потом попал на Java. Последние 3 года, 2,5 веду блог, благодаря которому появилась какая-то известность. До этого известности было меньше. То есть веду блог, на котором и пишу книжки. Веду блог, пишу книжки, сейчас пишу второй том. Пытаюсь как-то немного поправить объектно-ориентированные подходы, которые используются в Java. Где-то получается, где-то меньше, но пытаюсь эту идею доносить в массы, благодаря чему эти массы, собственно, меня бурлят и реагируют по-разному, да. Кому-то это нравится, кому-то нет, но, по крайней мере, какой-то эффект это производит, до кого-то какие-то мысли доходят, до кого-то кто-то против, и я, на самом деле, не могу сказать, что я уверен во всех своих мыслях на текущий момент, но процесс идет. То есть вот такая моя активность у меня. Чем я зарабатываю на жизнь. У меня небольшая команда здесь. Команда не здесь, компания в Пало-Альто, а команда у меня распределенная, порядка 50 человек сейчас, так сказать, работающих, суммарно человек 100. Мы пишем софт под заказ на Java, бэкэнд, Java. То есть у нас заказчики здесь в Силиконовой долине, и мы под них, собственно, разрабатываем. Я управляю этими процессами, я и мои несколько project managers. А команда, люди все программисты по разным странам, отовсюду. Вот этим я зарабатываю. Ну и книжка немножко денег дает. Ну, слава богу. Ну, хорошо. Вот этим я занимаюсь. Хорошо. У меня масса, на самом деле, тебе вопросов. Я сейчас попытаюсь как-то их более-менее по нарастающей построить. Значит, во-первых, расскажи мне, ну, как бы, вот ты сказал, что где-то блог у тебя появился. Ну, вопрос я задам такой, как сказать, острый. Откуда ты такой взялся? То есть, вот ты появился на поверхности какого-то русскоязычного Java комьюнити, сколько? Ну, год назад, наверное, да? Где-то так. И вихрем прошелся, значит, по конференциям на постсоветском пространстве. И я так понимаю, что все, ты с этим делом завязал. Да нет, не завязал, у меня 7 конференций впереди. Следующие 4 месяца. Ну, да, я потому опять, что меня приглашают, я не отказываю. Где-то я слышал, что ты как-то с этим делом завязал. Ну, я не так активно, я выступил за последние полгода на 25 конференциях. Ну да. Немножко многовато. Ну, кому как, мне нормально. Даже я так активно не. Ну так вот, да. Так вопрос, Борибор, что это было? Во-первых, как так получилось? Во-вторых, зачем это тебе надо? Да, то есть это достаточно тяжелая работа. Я по своему опыту прекрасно знаю. Да? И в общем-то вот программист, разработчик, архитектор, CTO в конце концов не вдруг в один прекрасный день решает, а не провести ли мне ближайшие полгода, разъезжая по конференции.
Да? То есть вот что это было? Ну, такой вопрос хороший, у меня нет на него ответа. Я не могу точно сказать, что это было. В какой-то момент я понял, что стоит немножко шире донести свою, немножко расширить аудиторию. Блог меня на это подвиг. Зачем? Вот зачем тебе расширить? эта аудитория? Я так понимаю, что на блоге много не заработаешь, на книжке много не заработаешь. Я не вижу в этом никакого вот коммерческого интереса. Может быть, ты таким образом хайришь людей. Сейчас мы об этом поговорим отдельно. Ну, вот я у тебя спрашиваю, зачем? Ты понимаешь, я думаю, что я являюсь, это результат, скажем так, я не контролирую этот процесс уже, я являюсь заложником той ситуации, которую сам себе создал. То есть я создал блог, появилась комьюнити, люди читают, люди дают свой фидбэк, и люди начинают меня вытаскивать туда, чтобы я с ними поговорил. То есть это не я, но это был такой двунаправленный процесс, он шел с двух сторон. С одной стороны, я хотел, в общем-то, выступить. И были несколько конференций ключевых, на которые я просто хотел попасть. Например, J-Point, например, в Киеве J-Conf и там, в Беларуси тот же Jet. То есть я хотел на какие-то места попасть. А остальные, многие другие места получились сами, потому что люди стали меня видеть там и говорить, давай ты тоже и сюда попадешь как-то. Я много получил приглашений. Поэтому я больше являюсь заложником ситуации, чем ее контролирующим. Мне так кажется. У меня есть интересная к этому делу аллегория. Она, естественно, весьма непроста, но попробуй. Значит, вот это то, что ты делаешь, мне почему-то вот какие-то религиозные коннотации все равно приводят. И в том числе вот твое, так сказать, это даже не паломничество, пророчество, как процесс, да, вот то, что делает пророк, вот ты ходишь, и вот ты про что-то там рассказываешь, и вот люди тебя любят, люди тебя ненавидят, но ты уже как-то не контролируешь этот процесс, хотя это совершенно библейские истории. И мне, они обычно плохо кончают, эти пророки, поэтому это не комплимент. Вот. Но на самом деле, откуда вот у меня мышление вот в этом плане, это в принципе вот от твоей концепции объектно-ориентированного программирования. Значит, у меня по этому поводу, естественно, очень много вопросов. Сейчас мы попробуем как-то их выстроить один за другим. Значит, на самом деле вопрос, в принципе, наверное, основной, это то, на мой взгляд, что ты пытаешься придать объектно-ориентированному программированию, этому термину, какое-то значение, которое не только сейчас у него нет, это как бы это то, что ты утверждаешь, но, на мой взгляд, никогда и не было. То есть есть то, что мы называем объектно-ориентированным программированием. Это, мне кажется, отличается от того, что ты называешь объектно-ориентированным программированием. И вопрос как бы зачем? То есть почему тот путь, который ты считаешь правильным, и у него могут быть плюсы и минусы, как у любой парадигмы, да? Как у функциональной, как у объектно-ориентированной и так далее. Почему ты пытаешься именно вот в нишу объектно-ориентированного программирования свой путь как-то вот всунуть и... Почему не сделать что-то новое? Да? Оно и есть новое. То есть на самом деле у слов есть смысл. Объектно-ориентированное программирование — это значит вызовы методов у объектов, да, у тебя посылка месседжей объектам с определенными параметрами получения обратно какого-то значения. Да, это полиморфизм, это наследование, это какие-то вещи, которые мы знаем, любим, не любим, неважно. Но вот это то, что мы называем объектно-ориентированным программированием. Теперь приходишь ты и говоришь, нет, объектно-ориентированное программирование — это не это. Зачем? Ну, скорее не зачем, а почему, я скажу так. У меня нет ответа на вопрос зачем, потому что, если зачем, должны быть какие-то в результате должна быть какая-то цель. У меня такой четкой цели нет. Ни денежной, ни какой-то другой. Здесь вопрос скорее почему. Почему я так делаю? Потому что мне сильно не нравится то, с чем я работал на протяжении многих лет. То есть мне не нравится ни тот код, который я писал, мне не нравится ни та Java, которую я видел, мне не нравятся те библиотеки, с которыми я сталкивался. Мне от них, мне неприятно с ними работать. Не только мне, а и людям, которые вокруг меня, программистам. Я вижу, какой код они пишут, писали, которые со мной работали. Я вижу, как тяжело этот код потом понимать, поддерживать, как вообще неприятно программировать. Большинство людей, я не знаю, я на конференциях задавал вопрос, на нескольких конференциях, спрашивал ребят, у аудитории, вам нравится то, что вы делаете? Вот вы любите, вот вы с утра просыпаетесь, вы смотрите на этот код и хотите его писать, или вы его пишете, потому что вам нужно
трудно это делать, потому что пришел рабочий день. Кто-то говорит, да, нам нравится. Но я думаю, многие лукавят, потому что я помню себя, и я, первые 3 дня или первые 3 недели ты пишешь программу, когда она с нуля тебе нравится, последующие 3 года ты пишешь ее, потому что ты должен написать. Нет, ну это все понятно, но это нормальное явление, да? Я думаю, что это ненормально. Нет, потому что как бы, ну это известное явление. Известно. Но решение этого, это возьми всех, кто сегодня пишет на functional programming languages, да, и они говорят, нам не нравится объектно-ориентированное программирование, и мы пошли в другую парадигму, потому что вот нам было противно, и вот это ваша Java, это все говно. И они взяли и пошли в другую парадигму. Это, в общем-то, то, что предлагаешь ты, но... Они нам там нагадят тоже. Но вот объясни мне, почему... Если они не понимают, если они не поняли в ООП и просто от него отвернулись, сказали, оно плохое в целом, все ООП. Как вот я недавно у меня на блоге статья была, пару недель назад, я собрал цитаты известных людей об объектно-ориентированном программировании. Они все говорят гадости, начиная с Дейкстры, заканчивая вот там сегодняшним днем. То есть люди говорят о том, что это, в общем, это отвратительная концепция в принципе. Давайте ее не использовать, потому что она помогает нам создавать объекты. Ну да, потому что индустрия переросла объектно-ориентированное программирование, ты же знаешь, как она переросла процедуральное программирование, правда же? И тут есть, опять же, я возвращаюсь к тому же вопросу. Естественный ответ был бы, окей, вот новое, вот объектно-ориентированное программирование 2, вот функциональное программирование, вот там еще какое-то. А ты говоришь, нет, вот то, что вам не нравится, на самом деле называется по-другому. И вместо того, чтобы, мало того, чтобы каким-то образом представлять свою новую парадигму, что само по себе непросто и какой-то, да, какой-то непростой путь, ты к этому добавляешь еще вот это вот сопротивление того, что тех, кто им пользуется годами уже. Люди не понимают, зачем ты пытаешься назвать это чем-то другим. Ну, чтоб носом их тянуть. Это такой элемент провокации, который необходим для того, чтобы люди начали задуматься. Если я им предложу это, назову ООП-2, как ты говоришь, почитает меня 3 человека, скажут, хорошо, еще одна идея, там, отложим ее, подумаем. У нас есть все равно Java, она прекрасная, она идет вперед, она мейнстрим, на ней все пишут, на ней проводятся огромные конференции, на ней огромные фреймворки, все прекрасно. Есть какой-то другой там стиль, хорошо, у него там полфреймворка, 8 программистов, и вот они там пускай сидят и копаются. Когда же я прихожу в этот центральный мейнстрим и говорю, ребята, весь ваш мейнстрим неправильный, весь целиком, или 95% вы делаете неправильно, на самом деле примерно это я и говорю, то народ начинает шевелиться и начинает ерзать на стуле, и понимает, что ему не предлагают что-то третье, куда он может пойти, а может и проигнорировать, и продолжать работать. А ему объясняют, что то, что ты делаешь сегодня, это ты только вредишь всем. Конечно, это вызывает большое количество эмоций, таких разных, самых разных. У кого-то это вызывает, у меня много имейлов есть, мне люди пишут, я понял, что 10 лет подряд я делал не то. Вот твоя статья там такая-то, открыла мне глаза, я теперь все понял, я буду делать так. А кто-то пишет, да заткнись ты, то есть прекращает это в рассказах, мы знаем, что он делает. То есть такая вот разнополярная реакция, она говорит о том, что людей она затрагивает, что это не безразлично. Поэтому это хорошо. Если бы я сделал что-то такое, стоящее в стороне, мало бы кого бы затрагивать. То есть ты специально вот выходишь на линию огня для того, чтобы каким-то образом заставить людей Оно так задуматься. получилось. Я когда начал статьи писать в таком направлении, у меня была первая статья о том, что это плохо, reference это плохо. Такая была, она не очень провокационная, потому что многие люди об этом говорят. Многие знают, это плохо и так далее. Я ее написал немножко более резким тоном, сказал, что это в принципе, потому что большинство статей говорит о том, что старайтесь его избегать. Я написал, что это в принципе плохо, это evil, не трогайте его. И такая была одна из первых статей. Потом я пошел чуть дальше, написал там про геттеры, про сеттеры. И потом, то есть я не хотел никого провоцировать сначала. Я просто писал, исходя из своего опыта. А потом я увидел реакцию и понял, что многих людей это цепляет за живое и говорит, и они согласны с этим. Потому что я увидел много фолловеров, не хейтеров. А потом подключились хейтеры. Но я уже их игнорировал, потому что я видел, что кому-то это в кассу, кто-то с этим согласен. И я пошел дальше. То есть я не специально, не было такой задачи. Давай мы сейчас спровоцируем толпу, дадим им что-то, что на что у них будет реакция, и начнем собирать трафик. Такой задачи не было. Я просто написал сначала несколько статей из своего опыта, несколько летнего опыта. Я написал, что вот я понял, ребята, что вот это плохо, это плохо и это плохо. А потом появились фолловеры, мне стали писать люди в ответ, да, ты прав, мы тоже так думаем, молодец, пиши еще. Я продолжал. И потом подтянулась толпа хейтеров, которые сказали, берите это все. А я уже это сделал. Дальше было интересно.
То есть ты, опять же, возвращаясь к религиозной вот этой вот тематике, которая меня не отпускает, когда я смотрю то, что ты делаешь, это какое-то реформаторство. Ну да, мне так кажется, да. Я думаю, она к чему-то приведет, да. То есть ты делаешь какое-то новое прочтение, и как в любом реформаторстве, значит, есть люди, которые называют тебя еретиком и хотят тебя жечь на костре, есть такие, которые, наоборот, твои последователи. И, в общем-то, вот таким образом ты вот это осиное гнездо палкой как-то расшевелил. Да. Причем большинство людей, которые хейтеры, они в основном те, которые мало читали, то, что я пишу, мало слушали, и они, так сказать, слышали звон. Ну, ты сам это видел на разборе полетов, по-моему, 108-м. 105. На 105-м было, а потом был, когда Женя Борисов рассказывал. Он как бы клеймил меня, особо не прочитав ничего. Я очень хочу ему послать книжку, и я вот обязательно доберусь до этого шага. Я хочу, чтобы он, не знаю, найдет ли он время, чтобы он прочитал целиком, тогда у него станет, ну, он будет, как бы, он целиком соберет это все в кучу. Ну, ты читал книжку, ты понимаешь, что... А он прочитал какие-то, он услышал там, он тоже там, собрал это все вместе. А, он говорит там, это плохо и это плохо. Да, он дурак. Ну и дальше отсюда все выводы. И так большинство реакций, она именно такое. То есть люди прочитали что-то там по полслова, ну и сформируют свое мнение, дальше клеймят. Ну, это не очень пугает меня на самом деле, потому что я говорю, есть люди, которые согласны. Если бы не было согласных, я бы сильно задумался, не делаю ли я какую-то ерунду. Люди просто провоцируют толпу, но это ни к чему. Это просто так провокация. Но поскольку есть масса людей, которые читают, сделали недавно на Гитлере чат, и там сейчас 120 человек, собрались за полтора месяца 120 человек, и люди обсуждают эти идеи, и обсуждают уже в стороне от меня. То есть я не всегда участвую в обсуждении. Часто бывает идея какая-то, один спрашивает, как бы вы это сделали, а и другие ему отвечают, мы бы сделали это так. Ну, иногда дают ссылки на мой блог. Это очень прикольно наблюдать, когда мысли, которые остались, они уже не мои мысли, они уже там живут, и люди их используют. Это приятно. Хотя есть и там тоже хейтеры в этом же чате, которые заходят. Периодически меня там, да, и мы их пытаемся, мы их не удаляем, но пытаемся как-то тушить, потому что они поднимают один и тот же флейм все время. И там очень часто задают этот вопрос, зачем ты меняешь ООП? У нас все хорошо, у нас есть Java, мы на ней пишем уже 10-20 лет. Зачем ты? Ну назови это по-своему, то, что ты говоришь. Назови это по-своему и отстань от нас. Ну понятно, оно как, только крышка. Окей. Ну да, значит, смотри, какая в этом есть проблема? Да. На мой взгляд. Проблема в том, что вот быть вот этим вот реформистом, вот этим вот пророком, вот этим вот фигурой противоречивой, оно обычно плохо для бизнеса. Потому что деньги любят тишину. И вот у меня вопрос именно такой. Как это отражается на, например, твоем процессе набора на работу? Да, ты прав, совершенно. Это плохо отражается на бизнесе, действительно, потому что во-первых, когда работать с наемом на работу проблема, во-вторых, с поиском клиентов тоже есть проблема. Потому что когда клиент приходит и он слышит, что мы делаем что-то иначе, сильно иначе, чем другие, то ты прав, у людей возникает, у клиентов возникает вопрос, не ошибаетесь ли, мы сейчас у вас закажем, вы нам все подизайните, мы потом через полгода будем искать новую команду, которая знает егоровские ООП, надо все это выбросить, да, надо все это выбросить, потому что понимает только эта команда. Безусловно, это есть, это существует. Ну, это так. Насчет с набором на работу тоже проблема, потому что, ну, опять же, есть люди, которые очень хотят нормально работать, очень хотят и пишут. Благодаря как раз вот этому. Да, благодаря именно этому. Они говорят, мы хотим именно там работать, именно у вас. Но таких людей немного. Я не могу сказать, что их вся очередь стоит, и все хотят сейчас пока там. Но мне интересно это. Мне интересно этот процесс, чем быть еще одной компанией в большом ряду других компаний. Потому что, мне кажется, мне так интереснее просто быть той компанией, которая что-то делает иначе и лучше. Может, я ошибаюсь, но на мой взгляд... Ну вот, кстати говоря, вот этот вопрос, он как раз у Дженни Борисова. И ему вот он просил меня задать, просто вот интересно, то есть вот насколько часто бывает, что пришел человек там на интервью, и вот ты ему даешь какое-то тестовое задание или показываешь ему кусок кода, и он, грубо говоря, переворачивает стол и говорит, что это за херня, я тут не буду это писать. Я слышал тоже, Женя Борисов тоже сказал тогда в разборе полета, сказал, что у него какая-то команда в Израиле была знакомая или компания, которую он знал, где работали люди и делали что-то по-своему, и потом все остальные компании банили людей из этой команды. То есть, если ты приходишь из той компании, если у тебя в резюме имя той компании, то тебе все, мы даже тебя не интервьюируем, потому что понятно, что у тебя мозг сломан, и ты пишешь по-другому. Поэтому ты
Я понимаю, у нас тоже есть такая штука. Мы когда принимаем Java-программистов на работу, мы часто даем им такой кусок кода на Java, Ну да. который написан, на мой взгляд, с большим количеством ошибок. Там кусок, ну, класс такой, небольшой, там страница кода. И основной тест это скажите, где здесь ошибка. Покажите, что бы вы исправили, что бы вы отрефакторили. И большинство людей начинает рефакторить, то есть им кажется, что этот код правильный. А там сеттеры, геттеры, ну, в общем, вся красота, Java, вся красота, против которой я выступаю, Да. она там вся представлена. И те, кто не обращает на это внимания, просто рефакторят, так сказать, ну, считают, что все нормально. Но мы таких людей отклоняем. Но есть люди, и их не так много, но их и немало, которые находят там и говорят, да вот тут у вас это сеттер и геттер, это вообще не объект, это вообще какая-то ерунда, это вообще utility класс. Его надо по-другому, можно переписать по-другому. Вот таких людей мы сразу, заходи. И они находятся, ну, у нас в месяц мы одного-двух неплохих ребят имеем. Это какой-то рейд, да. Нет, это хорошо, поток. да, это хорошо. Опять же, мы не стараемся, мы же не строим сейчас команду там из 1000 человек. Понимаешь, у нас нет такой, на данный момент такой задачи нет. Но ситуация, мне кажется, на рынке меняется. Меня слышат. Не так много пока людей, я думаю, слышат. Кто-то слышит. И я думаю, что изменения пойдут не через мою компанию, не через коммерческий эффект, а там люди на местах у себя, там они начнут менять. Мне один написал письмо 2 недели назад, что он прочитал мою книжку, она ему очень понравилась, а потом пошел и показал из нее куски своим, значит, коллегам по работе. Они его чуть не побили. Сказали выбросить эту книжку. И теперь ему очень тяжело, потому что они с ним не дружат больше, они считают, что все, что он пишет, это плохо, именно потому, что он показал ему какие-то выдержки из моей книжки. Ну, какой-то реформатор, которого, пошел и соответственно, показал, его, понимаешь? да, его коллеги сочли еретиком. Да. Он же пошел и показал, значит, какой-то эффект пошел, понимаешь? Не я там туда пошел и рассказал, а он пошел и показал. И это прикольно. Ну, интересно. Это тоже интересно. Да, нет, я понимаю. Коммерческий эффект. Антропологический интерес в этом всем, я понимаю. Насчет книжки, в принципе, давай немножко поговорим про книжку. Это началось как вот какой-то как блог, который ты потом решил подбить вместе в какую-то... Не, началось, сначала я писал блог в течение года, наверное, чуть больше года, а потом со мной связалось издательство и Мэнни, знаешь. И они предложили мне написать книжку и сказали, вот давай мы научим. Ты напиши, мы опубликуем. И я начал этот процесс, но я сначала сказал нет, потому что я был занят, а потом через полгода я решил все-таки написать его. Потом я ее написал, сел вот за лето, прошлое лето. И так за 2 месяца. И это было несложно, потому что весь материал из блога. Я все это уже имел. Я не должен был ничего сочинять. Сейчас я пишу второй том. Сложнее, потому что я некоторые главы, они новые, я по них никогда не писал. И поэтому приходится мне их сочинять. Это идет немножко тяжелее, потому что я с нуля пишу и нет пока, я не знаю реакции людей. Когда я писал первый том, там было понятно, я уже про нул говорил, про геттеры, сеттеры говорил, я знаю реакцию читателей, у меня куча комментов, я могу это все сассимилировать, сделать книжку. Поэтому это заняло всего 2 месяца, это было очень быстро. Весь материал у меня был. И потом потом с Мэннингом не сложилось, то есть мы там решили не работать. Я ее публиковал сам на Amazon. И такая была история. То есть желания писать книжку у меня изначально не было, я не собирался. Потом издательство предложило, и я пошел. Смотри, у тебя все-таки вот эта вот твоя концепция, она развивается, да? В ней ты, я не сомневаюсь, прекрасно знаешь, есть некоторые противоречивые моменты, да? То есть какие-то вещи, которые противоречат самим себе. И, в общем-то, это какой-то такой ментальный work in progress, да? Когда картинка, она еще не полностью вся сложилась. Что, в общем-то, требует, на мой взгляд, какого-то переосмысления того, что было написано. Вот этот второй том, он является каким-то переосмыслением первого, или первый ты как откладываешь в сторону и говоришь, что было, то было? Не, я первый не трогаю, я во втором делаю ссылки на первый и говорю, вот мы там обсуждали, я хотел бы уточнить. Я там сказал это, а теперь я говорю немножко другое, так вот давайте разберемся, кто прав. Вот это я ищу, где будет написано, что я был неправ. Да. Ну, у меня это бывает. Я пишу, что я где-то был неправ, я уточняю, бывает. Есть некоторые моменты, в которых я действительно ошибался. Допустим, вот вопрос immutability, он сейчас очень активно обсуждается в нашем чате, и в книжке тоже будет обсуждаться, и он такой не совсем точный пока. Не можем до конца понять все-таки, что такое immutable object, и что он есть такое, и должен ли он быть immutable. Это обсуждение такое очень живое. Есть ряд статей у меня на блоге, их 4 штуки, в книжке у меня целая глава про immutability. Все это вместе сложить, там есть несоответствие, там есть вещи, которые одно другому противоречат. Ну, я пытаюсь
я открыт к тому, я не имею никаких проблем сказать, я был неправ в такой-то главе. Вопрос, ты понимаешь, в чем дело? Вопрос, как бы сказать, я был неправ в каких-то теоретических размышлениях, оно, как сказать, оно почетно, оно круто, но оно легко, действительно. Вопрос, возвращаясь к бизнесу, который основан на такой революционной идее, что делать с кодом, который ушел в продакшн, и ты сейчас понимаешь, что там, ой. Ну, вопрос хороший, но все равно, даже если там какие-то были ошибки, то есть они не такие серьезные. Есть неточности, но они не такие, не фундаментальные. То есть если, ну нет, там нет таких фундаментальных ошибок, которые нужно было бы переписать целиком главу. Там есть какие-то моменты, которые чуть-чуть там, давайте левее, чуть немножко правее, но в целом нет. В целом, на мой взгляд, концепция довольно, я бы сказал, стройная, но она складывается одно в другое. По крайней мере, я не просто пишу об этих идеях, я еще и код пишу так же. То есть есть набор там Java библиотек, Java продуктов, и даже не только библиотек, но и Java веб-систем, на Java написано, которые написаны именно используя эти идеи из книжки. И есть некоторые продукты, которым, допустим, 3 года, которым 2 года, которым 1 год. И можно посмотреть на них и видеть, что в продуктах, которым 3 года или 2 года, масса вещей, до которых я дошел вот недавно, еще не было. То есть там в некоторых местах, наверное, кеттеров уже не было, но там в некоторых местах есть и null-поинтеры, там есть и ORM используется где-то. То есть есть вещи, которые можно открыть, посмотреть в open source. И видно, что, так сказать, теоретическая мысль была еще в зачатке, начиналась только. А более свежие продукты, они более интересны, потому что в них уже используется вся, так сказать, красота КВП. Ну вот это на самом деле интересный, так, как это называется, disclosure, как по-русски, да, раскрытие информации, что на самом деле вот концепция ОП от Егора, она work in progress, да? Я, честно говоря, вот не уверен, что многие, кто с этим познакомился, они вот это понимают. И в основном, на самом деле, из-за книжки. Потому что, когда обычно человек пишет книжку, он пишет о чем-то, что, ну вот, поскольку оно на бумаге, да, и ты не сможешь там добавить апдейт. Кстати, вот тут мне написали в комментах, что я был неправ. Оно как-то, вот, понимаешь, вот здесь, мне кажется, многие люди не в курсе, что это все живет, развивается, течет, и на самом деле ты готов не только слушать, но и принимать какую-то критику настолько, что она действительно вот изменяет концепцию, и какие-то попадают в твою концепцию именно изменения. Смотри, я тебе приведу пример. Вот смотри, книжка у меня написана на первой странице. Рассказывается о том, что такое класс. Класс это, object это, там сравнение, некоторые примеры, класс, значит, описание, что такое класс, там, на мой взгляд, это класс. Я разговаривал с Дэвидом Вестом, интервьюировал буквально там месяц назад. И он мне говорит, класс это вообще ошибка. Вот не должно быть класса. Я думаю, вот я пока не уверен, прав он или что он имеет в виду. Я так до конца пока не знаю. На самом деле это хороший коммент, который. Это же откуда эта концепция, что класс это ошибка и классов не должно быть? Из JavaScript. Например, да. Объектно-ориентированное программирование через прототип. Да, это же оно. Да? И есть очень серьезный диспут на очень высоком уровне, который продолжается уже сколько, 20 лет, о том, нужен класс или нет. И есть доводы за и против. Довод за, что действительно в объектно-ориентированном программировании класс это совершенно лишняя сущность. Она не добавляет ничего. Ты создаешь объект так, как ты считаешь его нужным создать, и потом создаешь еще столько таких же. Но тут, с другой стороны, есть масса всяких, как сказать, затыков типа immutability. Объект может измениться. Что происходит с теми, кто был создан до этого? Должны ли они соответствовать новому или должны они соответствовать старому? Вот эта концепция блюпринта, как класса, да, из которого ты клепаешь объекты, вот из того ОП, который он есть, он эти вопросы решает, потому что класс это что-то одно, а объекты потом от него пачкуются и живут своей жизнью. А с прототипом это не так понятно.
Поэтому тут, безусловно, есть о чем подумать. Вот видишь, есть о чем подумать. А в книжке я уже написал. Класс это. Класс там, должен все быть, четко, да, да. всё, А да. теперь я как бы дальше что? Так вот о чем и речь. Вот это я вот то, поменяю что- свое мнение через там полгода, но я книжку. Ну, если ты еще и от классов откажешься, Егор, это будет... Я пока не отказываюсь от них. Но вот Дэвид сказал мне, так классы вообще не нужны. Кто их вообще придумал, зачем они нужны? Теперь скажи, Наследование тоже. тогда, да, нет, это все понятно. Который у меня сейчас под вопросом. Да. Наследование и классы. А вот теперь скажи мне, вот давай возьмем такую гипотетическую ситуацию, что ты действительно решил отказаться от классов и отказаться от наследования. Ты человек, который в мертвой хваткой вцепился в Java. Надо понять почему. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Но гнуть Java под свой ООП можно только до определенной степени. Да, до определенного. Классы оттуда уже не... Вот. Значит, с наследованием все понятно. Классы файлов, вопрос закрыт. Да. Что ты будешь делать, если ты решишь, что класс враждебная ООП-структура? Ну, я надеюсь, что я так не решу, хотя все, как бы масса мыслей есть о том, что это действительно враждебная структура. Ну, понимаешь как, у меня есть некоторые статьи, которые пишут вот, о том, как плохо делать вот это, но не предлагают никакой альтернативы к Java. Я даже так их и заканчиваю, что когда Java улучшится, или будет какой-то новый язык, вот тогда мы сможем делать вот это. Ну да, ограничение конструкторов. Например, да, например, да. Или, например, я предлагаю управление памятью. Мне кажется, что и диск, и память это должно быть что-то одно и то же. Мы же даем возможность программисту в Java управлять файлом на диске. Почему мы не даем возможность управлять? Даем, да, открыли, закрыли, там, записали. Почему то же самое нельзя делать с памятью? Да. Вот такой концептуальный вопрос. Java этого не дает, а мне кажется, что правильный его язык должен давать программисту возможность управления памятью в удобном ему виде. Не так, наверное, как это сделано в C/C++, но в каком-то правильном виде, как это сделано с файлами в Java. В Java этого нет, но я считаю, что это должно быть. Java я поменять не поменяю, это слишком глубокий Хорошо, вопрос. тогда отлично. Тогда это подводит меня к следующему вопросу, который я уже озвучил. Но вот почему ты мертвой хваткой вцепился в Java? Почему именно в Java, да? Не почему именно в Java, а почему, то есть ты совершенно однозначно пришел к выводу уже, что истинного языка объектно-ориентированного программирования на сегодняшний день не существует. Ну, я его не знаю, так скажем, да. Ну, есть какие-то, наверное, вот там да. академические Ну, языки, которые допустим, очень красивые, да. Значит, у нас есть прекрасная платформа JVM, которая позволяет, грубо говоря, относительно малой кровью написать любой синтаксис языка, в котором будет все, значит, карточные игры и все девушки легкого поведения, которые тебе для этого необходимы. Тебе приходило в голову? Приходило. Большая работа, и пока у меня нет большого количества фолловеров в комьюнити, она ни к чему не приведет. Мне должна быть большая группа людей, которые писать язык. Иначе это будет мертвый, на мой взгляд, иначе будет мертвый язык, который никто не чувствует. У меня нет такого количества фолловеров, чтобы... Есть какие-то люди, которые были бы, наверное, не против помочь, но это большая работа очень по времени. Это серьезно. И я к ней пока не готов. У меня есть статья на моем блоге, очень старая, ей года, наверное, 4. Я ее написал давно, еще до блога, в которой я просуммировал все фичи, которые бы я хотел иметь в правильном языке. Так вот, мне кажется, что правильный язык программирования, ООП, или даже, может быть, не обязательно ООП, но просто язык будущего, он должен в себе совмещать как язык программирования, так и платформу разработки вместе. То есть, например, приведу пример. Например, почему из языка программирования мы не можем из самого кода получить доступ к Git истории? То есть почему это всегда это разные вещи, как это было давно с Subversion, допустим, или там со старыми какими-то, со старыми. То есть я могу получить у себя, допустим, в комментариях строку этого хэштега, какой у меня сейчас в этом файле, какой у меня хэштег в этом файле, ну и все. Почему я не могу прямо в языке программирования, используя конструкции языка программирования, иметь доступ к истории моего кода? Ну я, наверное, тебе отвечу, что это отличная библиотека, но не обязательно функция языка. Вот я думаю, должен быть здесь у меня для тебя есть такой вопрос, что в принципе языки программирования, опять же, есть такое мнение, что они должны быть совершенно минимализированы, и все остальное подключается с помощью необходимых библиотек. И тебе есть дело до твоей истории коммитов в Git, а вот мне нету, например. И вот тебе нужна эта фича, ты подключаешь библиотеку, и она у тебя есть. А ее невозможно сделать как библиотеку, эту фичу. Она должна быть в языке. Вот это интересный вопрос. Почему? Потому что эта библиотека, она же будет, она будет очень криво выглядеть тогда.
Она будет как AOP в Java. Приклеена сбоку к аспект J, как аспектно-ориентированное программирование. Прикольная идея, классная идея, но она не существует в языке. Нет ее поддержки в Java как таковой. Есть эти аннотации, которые были позже появились. Но в 4-й Java вообще никакой поддержки AOP нет. И все это было налеплено через weaving, через эти технологии, которые они не родные для Java. Поскольку они не родные, их использовать неудобно, некрасиво, и все приходит к тому, что код некрасивый. То есть Java должна, или любой язык должен давать AOP by definition, должен быть by default, встроенный язык должен. И также должно быть большое количество вот таких фишек, как я говорю, доступ к гид, допустим, к history. Потому что гид, история наша, история того, что происходит, кто коммитит, когда коммитит, сколько коммитит, это уже часть языка. Да, но с другой стороны, сегодня это гид, а завтра это... Именно, завтра это Mercurial. Да, безусловно. да. То есть это проблема. Да, это проблема, да. И эта проблема решается библиотекой, потому что сегодня ты подключил историю коммитов из гита, а завтра ты подключил историю коммитов из чего-то. Что-то такое, да, согласен. Какая-то должна быть, может быть, комбинация язык плюс библиотека. Но я должен иметь возможность каким-то, ну, так сказать, используя язык, получить доступ к... Не, ну то, что может быть большее количество SPI в языке, ну, мне кажется, это, наверное, действительно я И у меня вот такой список, их штук 40 таких вот фич, которые я сейчас одну упомянул, их там чуть штук 40, которые уже должны появиться. Ну, допустим, Continuous Integration. Она совершенно никак не приклеена к языку как таковому. Или Build Automation, автоматизация билда. У нас есть эти Maven и Gradle и все остальные, которые к Java никакого отношения нативно не имеют. То есть сама Java, сам код на Java не знает, что его будут билдить. Она не знает, что будет какой-то билд сбоку, который пройдет по нему и соберет это все. Таких знаний мы не можем получить. Я внутри кода не могу получить доступ к этой информации. Или, допустим, юнит-тесты. Они существуют в Java как, так сказать, ну, это просто классы. Но какие они классы? Какие это объекты? Допустим, там у меня есть объект book, книжка. Что такое book-тест? Что это за объект? Book-тест. Ну, это довольно странно. Потому что в нем эти все методы, они же реально не методы. Они не это, ну, это процедура в чистом виде. Это микроскрипты такие, правильно? Да. Оно должно быть как-то иначе сделано. Оно сделано, потому что юнит-тестирование придумали после Java. Ну, я не знаю хронологию, но как-то так. То есть вот вам Java, а теперь вам нужны юнит-тесты, ну давайте их вот так лепить в виде таких вот объектов. Это не нативно, оно не клеится одно к другому. Оно придумано, люди этим пользуются, но должны быть какие-то более удобные средства. Юнит-тесты, Continuous Integration, Build Automation, все эти вещи должны быть внутри языка. Язык он должен давать. Я думаю, что к этому мы идем, потому что языки, просто языки такие plain, simple, типа C, которые просто можете скомпилировать что-то и выдать тебе бинарник, ну это 20-летней давности. Сейчас должно быть что-то впереди. Это Java 20-летней давности. C уже 50-летний. Да. Ну вот тем более, да. Должно быть что-то новое появится. Я думаю, что оно появится. Может быть, я что-то создам. Я не знаю. Я так написал общий список, чего мне хотелось. Создам я это или нет, посмотрим. Это требует времени большое. И главное должно быть комьюнити. Потому что создавая под себя, получится такое чисто мое решение, которое мне будет. Вот как ты говоришь, да, а если не гид, а что-то другое. У меня уже такая идея не придет в голову. У меня гид и все. Я считаю, гид это стандарт де-факто. А ты скажешь, да нет, у нас вот целая команда использует Mercurial там, или Subversion по-прежнему, а ты со своим гитом. Вот оно и не лепится. Целый кусок рынка не будет поддерживать язык. Тут должно быть такое большое комьюнити разным, как это называется, гетерогенное, да, гетерогенное такое, где разные люди с разным. Diversified. Скажи мне, что ты думаешь о новых языках, которые сейчас появляются, объектно-ориентированные тоже? Два, пожалуй, примера, которые, ну, чисто объектно-ориентированные, ну или не чисто, но более-менее. Это, наверное, Kotlin, который вот нынче у нас база и мода, и, может быть, Ceylon, если ты на него смотрел. Ceylon мало смотрел, Kotlin, но я был на презентациях на конференции. Мне кажется, что общее направление, к сожалению, ну, я не могу быть экспертом точно, потому что у меня нет большого опыта с большим числом языков, но мне кажется, что направление все равно общее в индустрии не в сторону, так сказать, чистого опыта, того, что я пытаюсь продвинуть, а в сторону как раз наоборот, в сторону его, как сказать, коммодизации, что ли. То есть вот вам нужны вам геттеры и сеттеры, на Kotlin вам даст по by definition. Вам их не нужно писать больше. В Kotlin они там сразу, как в Ruby, допустим. Пишешь там атрибуты, вот у меня есть там
атрибут, да, и вот к нему сразу автоматом дайте мне getter и setter. То есть язык предлагает, как это сказать, они, как эти дизайн-паттерны, люди что-то такое накодировали, потом пришли эти писатели и сказали, а вот это, то, что они накодировали, назовем синглтоном, а вот эти назовем вот так, это назовем вот так. А должно быть с обратной стороны, должны прийти люди, которые понимают, как правильно, и сказать, давайте все используем вот такой дизайн-паттерн, давайте используем вот такое решение. И потом все практики за ними должны идти. А мы идем от практики к теории. Ты знаешь, теория вот этой, как это называется, башни из слоновой кости, которую ты предлагаешь, она, в общем-то, на наших глазах в некоторых местах рассыпается. Да. И я, естественно, говорю про Java EE, Да. который практически покойный по сравнению с практикой, из которой рождаются best practices с тем же самым Spring. То есть смотри, Java EE точно следовал тому, что ты считаешь правильно. Сидели какие-то очень умные пацаны, которые думали о том, какие best практики должны быть, они их назвали стандартом. Более того, этот стандарт продвигался самым сильным на рынке Java игроком, да, самим Саном, а потом Oracle. То есть from the source, да, у тебя есть паттерн, что может быть лучше, и вот. Ты понимаешь, да, ну я согласен. Значит, плохие эти теоретики, плохие эти инженеры, плохие эти дизайнеры, которые, они должны работать в связке, теория с практикой. И, безусловно, теоретики должны смотреть на практику, но потом не описывать то, что они увидели, и говорить вот как Kotlin. Я не хочу сказать конкретно про Kotlin, но оно так выглядит именно так же. Они все посмотрели, создатели Kotlin, посмотрели на то, что люди делают в массе своей, и увидели, так все же делают getter и setter. Ну, это же как бы общая мировая практика. Давайте людям упростим жизнь. Я предлагаю наоборот, давайте людям усложним жизнь там, где они делают что-то неправильно, чтобы они перестали делать getter и setter. А большинство языков создается именно так. Они гонятся за популярностью. Они понимают, что если мы дадим сейчас программистам не 4 инструмента, а 14 инструментов, сейчас у них есть там вот такое в Java, мы дадим им сверху еще 10, которые упростят им те вещи, которые они и так делают, они и так их кодируют. Тогда они станут их использовать более, так сказать, с большим интересом. Как тот же самый Ruby. Язык объектно-ориентированный как бы создавался вроде бы правильно, но там такое огромное количество статики, такое огромное количество процедур из чисто процедурной идеи, что весь язык сейчас, вернее, язык хороший, но те библиотеки, которые к нему написаны, все это вместе выглядит как какая-то каша. Ну, им очень тяжело пользоваться, по крайней мере для меня. Я пишу на Ruby, но это какой-то nightmare. Очень неудобно. От Java лучше все-таки. Но то, что делает вот Kotlin и похожие языки, на мой взгляд, движение неправильно. Они должны работать, практика должна работать с теорией, и теория должна корректировать практику. Смотреть на то, что практика создала, и потом как-то ее корректировать. То есть ты считаешь, что создатели языков должны быть какие-то визионеры? Да, конечно. Они должны говорить, ребята, вы все идете немножко не туда, теперь мы пойдем туда. Они не должны просто смотреть, все пошли туда, давайте побежим вперед с флагом, станем впереди этой И вот сделаем там удобнее дорогу. Там протопчем дорогу. Да. И все туда толпой пойдут. Ну и к чему это дальше будет? Это временные языки, они умрут через несколько лет. Смотри, на самом деле давай я попытаюсь адвокатом дьявола быть и скажу тебе, что, в общем-то, цель прикладного программирования индустрии, в которой мы с тобой оба находимся, это не писать идеальный код. Цель это приносить деньги, благодаря тому, чтобы выкатывать продукты на рынок раньше и дальше быстрее их поддерживать, да? Более эффективно их поддерживать. Соответственно, я могу тебе сказать, что если ты у меня спросишь, что лучше, сейчас взять мои 50, 100 программистов, 1000, не знаю сколько программистов, и переучить их на какой-то визионерский новый паттерн программирования с какими-то новыми, совершенно прекрасными, идеально чистыми помыслами. Или же взять то, что они делают, то, что уже зарекомендовало себя на рынке с определенной скоростью разработки, поддержки и так далее. Мы знаем, какие есть слабые места в этом, усилить их, да, улучшить их, каких-то смазать маслом там, где тормозит, на проторенном пути, оно эффективнее, чем сейчас начинать искать новую дорожку и в конце, не дай бог, еще и упереться в стену. Они не пойдут по новой дорожке, даже если ты им предложишь, это невозможно. Безусловно, то, что ты говоришь, имеет смысл. Конечно, никто не пойдет по новой дорожке, потому что никто платить за это не будет.
нам же надо зарабатывать деньги, нам нужно выкатывать продукт. Почему Java наследовала столько болезней Из C? из Конечно, C++? потому что надо было кодировать что-то, да. Потому нельзя что всем нужно прям было ничего. программистам, чтобы им можно было это взять. Именно. Но я не пытаюсь изменить ситуацию сегодняшнего. Я не пытаюсь изменить прямо сейчас, завтра, чтобы люди стали писать все иначе. Я пытаюсь поменять как-то немножко на шаг вперед, на какое-то будущее, там, через год, через 5. Если сейчас мы потихоньку начнем в голову программистов вставлять идею о том, что, например, getter и setter это плохая идея, или null это вообще в принципе плохо, в ООП, да и в любом программировании, то, наверное, через 3-4 года, когда эти люди, которые сейчас учатся, они начнут создавать свои фреймворки, начнут менять фреймворки, улучшать что-то, создавать новые языки, они учат тут этим вместе. То есть мы не поменяем... Вот ты знаешь, вот тут у меня интересный для тебя есть некоторый рефлекшн, да? То есть я понимаю, что, наверное, это то, что ты вот хочешь сделать, и то, что ты пытаешься сделать. И вот эти вот блог-посты твои, каждый поодиночке действительно преследует эту цель. То есть ты объяснил, почему null это плохо. Ты объяснил, почему должно быть n количество параметров в методе. Ты объяснил, почему там в конструкторе нельзя писать бизнес-лоджик. Каждый из этих вот ходов, он, наверное, действительно улучшает немножко сегодняшнего Java-программиста. А потом я беру твою книжку. И вот, как я написал в своем ревью, это таки действительно совершенно другая концепция. В итоге, по факту всего вместе взятого. Когда я читаю один блог-пост, я немножко могу улучшить свой существующий код, при том, что все остальное у меня остается так же, как было, более-менее похоже. Когда я читаю твою книжку, это геометрия Лобачевского. Это у меня начинают пересекаться параллельные линии. Это невозможно сочетать с тем, что я делаю сейчас. Это я или пишу так, или пишу по-другому. И на самом деле твой код, он тоже совершенно другой. Он не постепенное изменение существующего. Когда я смотрю на твой код и сравниваю его с существующим кодом, который решает те же задачи, это не то, что у меня в коде есть null, а у тебя нет. Твой код вообще ничем не похож на мой, кроме скобочек и точек с запятой. Да, я принимаю, согласен. То есть, ты понимаешь, и вот здесь у меня получается некоторый диссонанс с твоей вот этой идеей, что ты хочешь некоторые, как сказать, инкрементально, да? инкрементальные изменения. Ну, понимаешь, да, ты же понимаешь, инкрементально нельзя, я понимаю, о чем ты говоришь, но я не добьюсь результата, если я буду мягко действовать. Если я буду на блоге, я действую в рамках одной статьи, потому что она статья короткая, я ее пишу, вбрасываю, человек читает, немножко меняется, а остальные не читают. Допустим, уже он чуть-чуть изменился, как-то. Он понял, например, что там в конструкторе логику писать не очень хорошо. Книжка, она как бы вбрасывает, делает такой бросок далеко вперед. Она говорит, ребята, вот вы сейчас где-то здесь, а правильно это вот там, через 20 километров. Как вы туда доберетесь, я не знаю, кто мы не будем просто... Мое дело стратегия, а тактика вы сами решите, как. У вас тут Java, это ваши проблемы. Я понимаю, вы сейчас здесь, надо быть вот там, и я умываю руки. Как вы туда дойдете пешком, я не знаю. Блог, он как бы дает какие-то шаги, он показывает, да давайте тут немножко так, но мы доберемся. Книжка, она забрасывает далеко вперед. Она так и писалась с такой задачей, чтобы она была там, ну я думаю, она должна просуществовать не 1 год, и, может быть, даже не 10 лет. Она писалась как такой вброс в будущее и посмотрим, дойдем мы туда или нет. Но и она должна быть резкой, потому что иначе тяжело человека сдвинуть, если ты ему пишешь. Масса было статей, допустим, про те же самые эти null или про те же самые getter и setter. Ты можешь погуглить их, не один я это пишу. Их несколько десятков, которые ты найдешь прямо в гугле, в топ-странице. Почему мои вызывают такой флейм? Почему по моей статье, которая про getter и setter, 300 комментов? Ну потому что ты умеешь троллить. За полгода, за год. А есть статьи, допустим, которые тоже про getter и setter, допустим, уважаемого одного человека, Алана Холуба, который здесь в Калифорнии живет, кстати, который мне отправил книжку свою, почитал, посмотрим, что он скажет. Так вот, его статья уже 10 лет есть. Да. Там пару комментов. Да. Почему такая ситуация? Потому что он говорит мягче. Он говорит, старайтесь держаться от них подальше, старайтесь их не использовать. А я говорю, если ты их используешь, ты дурак. Да. Естественно, это вызывает реакцию, и это приводит к изменениям. Да, но с другой стороны, смотри, ты мне сейчас даешь два совершенно противоречивых, ты ставишь две совершенно противоречивых цели. С одной стороны, ты говоришь, я вот как раз хочу, единственное, как можно изменить людей, это постепенно приводя их на путь истины, а с другой стороны, ты вбрасываешь что-то, что совершенно
прочитав твою книжку, ну, опять же, это мой личный фидбэк, это я ее прочитал, я насладился мысленным экспериментом и забыл, потому что вот так писать сегодня я точно не буду. Мне очень понравилось, я получил массу удовольствия, это было очень интересно, очень, как сказать, именно вот такой мысленный эксперимент. Да, я размял мозги, мне очень понравилось поиграть немножко в голове с этой идеей, но о том, что я приду завтра на работу и начну писать вот так, мне не возникло мысли ни разу. В отличие от, когда я прочитал твой пост про налы, я подумал, слушай, надо мне постараться вот поменьше вот этого вот фигачить. Хотя книжка тоже говорила про налы. Да, но ты понимаешь, когда я прочитал твой пост, я прекрасно знаю, что мне надо или не надо делать. Но когда я прочитал твою книжку, и я в конце представляю себе, как мой код должен выглядеть, я понимаю, что я этого никогда не буду делать. Потому что я работаю в команде, потому что этот текст кому-то читать, потому что в конце концов меня после код-ревью мне нечем будет кормить семью. То есть, а если я уберу налы, меня только похвалят. И тут у тебя, насколько я вижу, есть некоторый конфликт вот этих двух целей, которые ты преследуешь. Вот с одной стороны, действительно, что-то реальное, что-то, что можно прийти и сделать завтра. Действительно много статей вот из блога, они вот такие. А с другой стороны, у тебя есть концепция, из которой получается код, который невозможно прийти и сделать завтра. Если только ты не занимаешься каким-нибудь open-source себе в удовольствие и никому не подотчетен, да? Вот. Ну вот это твоя такая реакция. Допустим, Антон Архипов написал ревью, в котором он сказал, он даже после ревью, он в ревью написал, что он задумался над тем, как ему свой собственный код, после книжки, не после блога, о том, как его собственный код исправить. Что на его реакция была... Смотри, ну опять же, исправить собственный код, это что значит код Антон? Антон на данный момент, на сегодняшний день, ведущий продакт-менеджер Zero Turnaround, и он не пишет код в Codebase. Он не программист. То есть он не тоже не программист, он не штатный программист. Да? То есть он пишет очень много кода, он пишет open source, он делает код-ревью, он с этим кодом знаком, но это не тот человек, который приходит утром, надевает наушники, хряпнул кофе, и до вечера у него 8 часов портянки кода и выходит из-под его рук, который потом, значит, нужно интегрировать, нужно ревьюить, нужно поддерживать, с этим должен работать народ и так далее. Это я тоже не такой. Я тоже не такой. Но я ставлю себя на место программиста в команде, и я понимаю, что нет. Я это никогда не сделаю. Почитает и скажет, прикольно. Да, вот именно. То есть это не просто прикольно, это супер круто. Причем, как по мне, самое крутое, это насколько это не похоже на все, что мы делаем, и тем не менее имеет смысл. Но вот действительно я почитал, я закрыл, и как бы вот это меня в некотором роде обогатило, но ничего такого, что завтра я могу пойти и написать, там нет. Потому что книжка, она намекает, что это все работает вместе. В отличие от блог-поста, ты понимаешь? Да, понимаю. В этом есть прелесть, потому что ты построил общую концепцию, и в этом есть недостаток. Я не чувствую себя вправе сейчас взять из этой концепции один кусок, а ты окажешься в нельзя. одиночестве с этим куском, как бы, Дело не в этом. Дело в том, что делать, как бы если я сказал А, то я скажу Б. В блоге у тебя все это отдельно, самостоятельно, отдельно стоящее. Я захотел, согласился с налами, не захотел, не согласился с сеттерами. Книжка — это концепция. С концепцией я или соглашаюсь, или нет. Ну, согласен, да. Тут есть такая проблема, конечно. Но книжка, она, понимаешь, в блоге оно все разрознено, и были люди, которые говорили прям противоположные вещи. Они говорили, ты вот нам рассказываешь про тот какой-то кусок, здесь какой-то кусок, а оно все куда-то сведется у тебя воедино или нет? Вот ты там сказал это, а что ты вообще думаешь про опыт? Что ты вообще думаешь про то, как должен выглядеть объект? Как вообще он, ты можешь хоть раз написать, как это должно в целом быть? То есть люди искали, это было часто, такие комменты были, люди искали какой-то целостности этой всей концепции. Поэтому книжка, она просуммирует. Нет, то, что есть определенный плюс в целостности концепции, то, что мы теперь понимаем, что такое ООП от Егора, это, безусловно, плюс. Но возвращаясь к твоей цели изменить разработчиков one step at a time, оно не так.
И может быть нужно и то, и другое. Ты знаешь, вот сейчас мы с тобой говорим, и может быть я где-то понимаю, что для установления твоей, как это, credibility, нужно, чтобы люди знали, что у человека есть концепция, а потом какие есть action items, оно как-то... Ну, из книжки есть ссылки на блог, то есть там из каждой главы, ты же видел, там всегда А вот ссылка тебе, идет. совет. Вот теперь смотри, ты берешь эту книжку, которая опция в концепции, и в конце каждого параграфа у тебя будет что-то типа: ребята, я понимаю, что у вас сейчас взорвется мозг, и вы понимаете, что вы не сможете это использовать завтра, а вот это вы сможете. Вот вам ссылка, да. Не просто ссылка, а вот practical advice. Что вы можете сделать, придя завтра на работу, без того, чтобы послезавтра вас уволили? Это хорошая мысль, да. Я об этом не думал. И вот тогда как бы у тебя получается некоторая комбинация и целостности картины, и каких-то маленьких шагов, которых можно предпринять сегодня, и которые точно улучшат твой код, но в то же время у тебя как бы волосы дыбом от него ни у кого не станут. Он останется кодом, который понимают люди вокруг тебя. Который все еще мейнстрим. Ну, это хорошая мысль, может быть, я действительно так сделаю. И вот тогда, наверное, это сводит вот эти две противоположные концепции. Видимо, так. Хотя есть люди, я согласен, я попробую это сделать. Попробую что-то такое сделать. Может быть, не прямо в книжке, может быть, я какой-то... Это мысль хорошая. У меня было много комментов, на самом деле, книжки, к книжке. Люди говорят, мало там практических примеров, как нам жить. Вот да. Ты рассказал хорошо, показал какие-то какие-то небольших два класса. Они выглядят там интересно. Но нам-то, у нас вот класс на 2000 строк, и нам что делать? Как нам из твоего класса в 16 строчек сделать, перенести эту мысль на наши эти огромные портянки кода, о которых ты говоришь? Есть такой concern, но я только начал, у меня всего, книжки всего 6-7 месяцев, поэтому будем работать. Ну вот мне было бы, например, очень интересно видеть не второй том, а второй ревизион. И мне кажется, это, опять же, из моего интереса антропологического наблюдать тебя, вот это было бы очень интересно посмотреть, что будет во втором томе. Какие будут сделаны выводы из ошибок первого, так сказать, как это будет представлено. И вот действительно, чего мне очень не хватило в книжке, несмотря на то, что, как я уже говорил, она мне очень понравилась, это, не то, что не хватило, для меня она была совершенно абстрактным конем в вакууме и абсолютно мысленным экспериментом. Я получил массу удовольствия, практически я из него не вынес ровным счетом ничего вообще. И вот увидеть, как вторая ревизион этой книжки изменит именно это, было бы, конечно, очень здорово. Я услышал, да. Буду работать. Ну вот, что еще мы не обсудили? Какие планы на будущее? Я буду на Java Day в Киеве. Какие мои планы? Мы с тобой там будем. Там будет, кстати, у меня 2 доклада, не касающиеся моей книжки, не касающиеся ОП. Я так специально их подал в этот раз. Что-то мне показалось, что на JPoint ты не был на докладе, но ты видел его в видео, читал, да? Но там была реакция такая достаточно агрессивная, народ так... Я не могу сказать, что я был очень хорошо подготовлен, то есть оно достаточно скомкано и... На мой взгляд, доклады по твоему ОП и по книжке должны быть бофами. Это что такое? Birds of Feather, именно дискуссионными докладами. Как сказать, открытый стол. Потому что... Они начинают дискутировать со мной на 4-й минуте после доклада. И это прекрасно. Просто это должен быть формат доклада. Да, но у меня еще слайдов там впереди, они уже... У тебя не должно быть, у тебя должно быть 5 слайдов, а потом теперь давайте рубиться. Давайте теперь поговорим. Да, и вот мне кажется, вот такое, отлично, что ты даешь другие вещи, но мне кажется, вот там еще не все проспорено. Да, там много чего, но я решил в этот раз так это потому что, мне кажется, проблема в формате. Меня напугала, да, эта ситуация. Вот мне кажется, проблема в формате. То есть, если бы ты подал именно discussion board, давайте обсудим. Там времени сколько дают? Сколько от организаторов зависит. Нет, это полноразмерный доклад, 45 минут, час. И тогда ты понимаешь, что тогда все культурно. У тебя есть модераторы, микрофоны носят, а не вот этот вот зоопарк, который стихийно возникает. Нет, хаос, он как бы по делу, да, потому что ты такое говоришь, что всем надо срочно высказаться. Ну просто формат не подошел.
Ну, может быть, действительно, вот на каких-то будущих конференциях, мне кажется, вот это будет очень хорошая вещь. Да, и мне еще довольно сложно презентовать на конференции, потому что, ну, вот как ситуация с... Когда читает человек всю книжку, то как-то это все складывается. Когда я начинаю какой-то кусок выдавать, то я не всегда, знаешь, какой-то такой, шутка есть. У любого учителя главная проблема, перед тем, как научить чему-то, нужно научить чему-то еще. И так ты должен научить такому большому, ну, в общем, это рекурсивная такая проблема. И так и у меня. Я пытаюсь рассказать про ОРМ, но для этого нужно рассказать вот это, и вот это, и вот это, а времени там нет. И я наталкиваюсь на то, что люди не понимают тех вещей, на которых я основываю. Я понимаю, что сначала нужно сказать это, ну и тут я валюсь, потому что да, это уже не целостный доклад получается. Да. Поэтому я не точно знаю аудиторию, насколько они готовы. Неплохой у меня доклад был, по-моему, единственный, который я доволен доклад. Это был доклад на Java Day в Минске, там, где я рассказывал про ООП в целом, ситуацию с ООП, и приводил примеры, в чем наши проблемы и какого у нас там будущее, это обзорный доклад. Вот он мне понравился, в нем было так все гладко, и я сказал все правильно, и вопросы были в тему. Я так угадал. Но это был последний доклад, турне, это того учебного года. Посмотрим, что в этом году получится. Но когда я говорю про практические вещи, там, про ОРМ, то это беда просто. Нет, ну это беда как раз, вопросы. ты абсолютно прав, потому что под это не подводится какая-то теоретическая база. Да. А теоретическая база в твоем случае, она, безусловно, гораздо интереснее, чем конкретно твое мнение о том или ином фреймворке. Да, именно. Ну хорошо, что еще кроме киевского Java Day у тебя? Ну, у меня еще ORDEV такая конференция в Швеции. Там у меня будет про ОРМ, там будет про ООП. Посмотрим, что Европа скажет на это дело. У меня еще не было опыта рассказывать там на европейского слушателя про это все. Посмотрим, что они скажут. Я попытаюсь подготовиться. Это будет та же тема, что на JPoint. Но я уже попытаюсь как-то сделать ее вот в таком формате, наверное, дискуссии. То есть я сделаю короче, а потом скажу, что вы думаете об этом. Но вот ты знаешь, европейская публика, может быть, ты тоже обратил на это внимание, она значительно более пассивная, чем наша. Ну, обратил, Северная Европа тем более. Для меня это было В Швеции у тебя там будет все очень спокойненько. У нас это прямо как шквал всего вопросов, Да, активности. да. Так и должно быть, да? Ну, Ты тоже? конечно. Нет, ну, конечно. Для меня это было совершенно удивительно. Да, причем это совершенно не значит, что они с тобой согласны, они просто... Да, молчат и все. Да, Ты сказал, там два вопроса тебе задали, таких формальных, и все, ушел. Тема та же. Ты рассказал то же самое в Киеве, и там Ну, конечно. тебя прям поднимают. Да, да, на колье. Для меня это было совершенно Нафиг, открытие, да, да. да. И теперь я это учитываю, посмотрим, что будет. Ну вот, посмотрим. Ну и пишу второй том сейчас, я думаю, что я закончу. До Нового года он точно выйдет. И там будет про ОРМ много, там будет про MVC много, против них, там против ОРМ, да. против MVC, там будет про аннотации, там будет про монады, там будет про именование переменных, про и еще там, ну там тоже около стиля. Вот я тебе назвал, который я написал уже. Я их так по главам пишу. Вот сейчас ОРМ заканчиваю, самая большая получилась. Ну, такие планы. Ну, хорошо. Ладно, я думаю, нам пора заканчивать. Мы уже хорошо час отбомбили. Все, отлично. Да, и спасибо тебе. огромное. Тебе Да. спасибо. Ну и увидимся в Киеве. Отлично отбомбили.